Добрый вечер, дорогие друзья! С вами я, Булат Мадиев, и вы на моем канале, который посвящен истории музыкальных коллективов. Сегодня мы поговорим о группе, которая является одной из наиболее значимых и именитых коллективов британского фолк-рока. Они сделали великое дело. Они были одними из тех, кто возродил традиционный британский фолк, повернув его в более современное русло. Это группа Fairport Convention. И если вам будет интересна их история, то не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Сегодня по гороскопу время послушать самые-самые лучшие и исключительно прекрасные песни. Ведь в конце концов я и веду свой канал именно за тем, чтобы поделиться с вами самым, на мой взгляд, прекрасным, что могу найти в музыке. А что может быть прекраснее, чем народная музыка? Fairport Convention – британская группа, которая, соединив в своем творчестве элементы фолк-рока, прогрессивного рока и психоделии, создала новый субжанр, так называемый электрический фолк, и практически заново переписала значительную часть британского музыкального фольклора, положив начало движению фолк-возрождения. Когда я впервые их услышал, мне окончательно стала понятна гордость поколения 60-х. Они последнее романтическое поколение в истории. Последнее, потому что с концом 60-х исчезли мифы, достойные того, чтобы в них можно было верить. Басист Эшли Хатчингс познакомился с гитаристом Саймоном Николом в Северном Лондоне в 1966 году. Оба играли в местном оркестре. Они стали репетировать этажом выше медицинского кабинета отца Никола в доме под названием Fairport на Фортис Грин в Масвелл-Хилл. Название дома и дало название группе Fairport Convention или Фейрпортское соглашение с Ричардом Томпсоном на гитаре и Шоном Фратером на барабанах. После их первого выступления в церкви Святого Михаила в 1967 году у них произошло первое из многих изменений в составе. Тогда один из зрителей, барабанщик Мартин Лабде, убедил группу, что он может играть лучше, чем Фратер, и в итоге заменил его. Вскоре к ним присоединилась вокалистка Джуди Дибл, и это благотворным образом сказалось на местной популярности коллектива. Fairport Convention стали завсегдатаями The Electric Garden, Middle Earth, UFO и других популярных лондонских клубов. Осенью 1967 года группу услышал совладелец клуба UFO, будущий крестный отец британского фолк-рока Джо Бойд, который обеспечил им контракт с Polydor Records. Изначально музыканты искали вдохновение не в родном британском фолке, а за океаном, невольно, а может и сознательно, подражая таким известным коллективам, как Birds, Jefferson Airplane и Mamas and Papas. Дебютный альбом, вышедший в 1968 году, был записан в эдаком легком фолково-психоделическом ключе, который в то время был на пике популярности именно в США. После разочаровывающих продаж альбома они подписали новый контракт уже с Island Records. Перед их следующей записью Джуди Дайбл решила уйти, и тогда они объявили конкурс на замещение места певицы. Девушек пришла тьма тьмущая. Среди них была певица Сэнди Дэнни, и конкурса не получилось. Как вспоминает Саймон Никол, Сэнди выдавалась из всех как чистый стакан в раковине, полной грязной посуды. Отличительный голос Дэнни является одной из характеристик двух следующих альбомов. Второй альбом What We Did on Our Holidays обозначил путь группы на смешивание рока и традиционной музыки, но был весьма неровным по качеству материала. А вот с приходом в группу блестящего скрипача Дэйва Суэбрика, пока в качестве гостя для записи третьего альбома Unhalf Breaking,
звучание группы обрело ту законченность и самодостаточность, которые и занесли Fairport Convention в абсолютную классику музыки. Самая мощная композиция с этого альбома, которая и указала направление на дальнейшее движение, была эпическая переработка традиционной A Sailor's Life. Про Сэнди Дэнни хочется поговорить отдельно. Британская газета Sunday Times пишет: Сэнди Дэнни была величайшей певицей этой страны. А другие пишут про нее: основатель фолк-рока, его лучшая певица и, вероятно, его важнейшая фигура. В 2007 году по опросу BBC песня «Кто знает, куда уходит время» была признана публикой самой любимой народной песней всех времен. А родилась она в средней лондонской семье, не имевшей к музыке никакого отношения. Но разве что бабушка у нее была из Шотландии и пела внучке народные песни. Да в детстве ее учили играть на классическом фортепиано. Однако позже суровые родители были самым категорическим образом против того, чтобы дочь занималась музыкой. Окончив школу, она пошла работать санитаркой в госпиталь, но вскоре все-таки поступила в Королевскую академию искусств и вплотную занялась музыкой. Ее коллегами по этому заведению были Эрик Клэптон, Джимми Пейдж и Джон Ренберн. Неудивительно, что большей части любителей музыки имя Сэнди Дэнни совсем неизвестно, однако голос ее знают очень даже хорошо, просто им этот голос известен совсем в другом контексте. К примеру, на 4-м альбоме группы Led Zeppelin Сэнди спела дуэтом вместе с Робертом Плантом в песне The Battle of Evermore, и она единственный человек, когда-либо был приглашен петь вместе с Led Zeppelin. Но вернемся пока к Fairport Convention. Потрясения, увы, не обошли коллектив, и после одного из концертов в 1969 году группа попала в аварию, и талантливый ударник Мартин Лабде разбился насмерть. Ему было всего 19 лет. Замена была найдена в лице Дэйва Мэттекса. Сойбрик тоже стал постоянным членом группы, и этим вынужденно обновленным составом был записан теперь уже канонический Leech and Leaf. На этом альбоме музыканты довели свою формулу фолк-рока до почти идеальной консистенции. Гармоничное сочетание перегруженной электрогитары и роковой ритм-секции с традиционными мелодиями и инструментами. И, конечно, нельзя не сказать про блестящий вокал Сэнди. Яркий, но не громкий и какой-то задумчиво глубокий. Альбом достоин, чтобы его прослушать целиком, но я позволю себе выделить 3 абсолютно убойных трека: Matty Groves, The Deserter и Там Лин. После этого успеха возникли разногласия по поводу направления группы. Эшли Хатчингс хотел играть более традиционный материал и ушел, чтобы сформировать 2 группы, которые могли бы соперничать с Fairport по значимости в английском фолк-роке. Это Still I Span и Albion Band. Сэнди Дэнни также ушла, чтобы основать собственную группу Father in Gay. Дэйв Пэк взял на себя роль бас-гитариста и с тех пор остается единственным постоянным участником Fairport Convention. Группа не стала предпринимать серьезных попыток заменить Дэнни, и звучание группы теперь будет характеризоваться мужским вокалом. Несмотря на эти изменения, группа выпустила еще один альбом Full House, который имел большой успех. Как и его предшественник, он объединил традиционные песни, в том числе мощное исполнение сэр Патрик Спенс. По повторяющейся схеме, вскоре после выпуска альбома Томпсон покинул группу, чтобы заняться другими проектами и в конечном итоге своей сольной карьерой.
В результате Саймон Никол остался единственным первоначальным участником, а Дэйв Сварбрик стал ведущей силой в группе. В 70-м году участники и их семьи переехали на юг Англии, Хартфордшир. Местная обстановка и вдохновила их на создание следующего альбома Angel Delight, который впервые попал в чарты в США. Следующим проектом стало написание амбициозной фолк-рок оперы, основанной на жизни Джона Бабакомба Ли. Он был англичанином, известным тем, что пережил 3 попытки повесить его за убийство. Кому интересна эта история, ссылка в описании. Концептуальный формат, изначально не имеющий четких следов, вызвал значительный интерес прессы и получил хорошее распространение в Соединенных Штатах. И вскоре опера была выпущена на BBC. Примечательно, что эти 2 альбома были записаны одним составом, однако стабильность была недолгой. Саймон Никол ушел в начале 1971 года, чтобы присоединиться к Albion Band Эшли Хатчингса, и вскоре ушел и Мэттакс. Остались только Пэк и Сварбрик. И следующие несколько лет можно назвать полной неразберихой, поскольку сбивающая с толку череда участников группы приходила и уходила. Но к 1973 году Мэттакс вернулся, и к группе присоединились австралийский муж Сэнди Дэнни Тревор Лукас на вокале и гитаре, а также американец Джерри Донахью на соло-гитаре. В этом составе группа выпустила 2 студийных альбома: Роузи, известный заглавным треком, написанным Сварбриком, а также альбом Nine. Последний из них содержал 5 песен Лукаса, которые вместе с влиянием кантри-музыки Донахью придали альбому очень своеобразное ощущение. Сама же Дэнни вернулась в группу в 1974 году, и на этот состав возлагались большие надежды, как творческие, так и коммерческие. Дэнни была представлена на альбоме Rising for the Moon, который стал самым успешным альбомом группы в чартах. Однако во время записи Мэттакс поссорился с продюсером Глином Джонсоном, и его заменил бывший барабанщик Grease Band Брюс Роланд. Вслед за этим Лукас и Донахью покинули группу, как и Дэнни в 1976-м. Пишут, что Сэнди в жизни была очень неуверенным в себе человеком. Несмотря на десятки тысяч преданных поклонников, она оставалась дико застенчивой и потому довольно сильно пьющей, неуверенной в своих талантах и нерешительной по поводу направления их применения. Пишут, что она не знала, что ей делать: продолжать петь традиционные песни, что принесло ей много народной любви, или писать свои, наподобие Джонни Митчелл. А еще пишут, что она мечтала об успехе у широкой публики, но по природе так легко смущалась и была поэтому настолько непредсказуемой, что сама себе дорогу к этому успеху перекрыла. Так пишут, но песни ее и ее голос рассказывают совсем другую историю, как будто она чувствовала, что времени мало и нужно успеть спеть все, что она хочет. Она умерла в возрасте 31 года в 1978 году от кровоизлияния в мозг после падения с лестницы в доме родителей. В 1979 году основной рынок фолк-рока в значительной степени исчез. У группы не было контракта со звукозаписывающей компанией, а у Дэйва Сварбрика был диагностирован шум в ушах, что делало громкие электрические концерты все более трудными. Fairport принял решение о распуске. Однако уже в августе 1979 года группа выступила на фестивале Knebworth Festival в Англии. Ни одна звукозаписывающая компания не хотела выпускать живые записи тура и концерта, поэтому Пэкс основал собственную компанию Woodworm Records, которая в будущем станет основным выходом для группы. Участники продолжили время от времени принимать участие в концертах, особенно в фестивалях в континентальной Европе, а через год они устроили реюнион-концерт в деревне Кропреди в английском графстве Оксфордшир, который стал ежегодным фестивалем. Ежегодно фестиваль собирает аудиторию около 20 тысяч человек, что делает его крупнейшим в Великобритании фолк-рок фестивалем. Остальные же участники занимались своей жизнью и карьерой вне группы.
Вскоре Брюс Роландс отказался от музыкального бизнеса и переехал жить в Данию. Дэйв Пек присоединился к группе Jet Rotal, что дало ему хорошо оплачиваемую постоянную работу. Саймон Никол объединился с Дэйвом Сварбриком, но это партнерство было затруднено из-за решения Сварбрика переехать в Шотландию, где с 1984 года он сосредоточился на своем новом проекте Whippersnapper. И только в 1985 году Пек, Никол и Мэттокс обнаружили, что у всех у них есть немного свободного времени. Поскольку Сварбрик был недоступен, выбор традиционных мелодий был сложнее, чем для прошлых альбомов, и возникла необходимость в скрипаче и вокале. Пек и Никол взяли на себя аранжировку инструментального попурри, и группа обратилась к бывшим участникам Albion Band, джазовому и фолк-скрипачу Рику Сандерсу и певице и автору песен Кэти Лезерф. Также в записи принял участие британский фолк-исполнитель Ральф Мактел, который в соавторстве с Николом и Мэттоксом написал главное украшение альбома The Hiring Fair. Harvest time it came at last, so heavy was our task, that the women and the men worked side by side, so I had her near at last. У новой группы начался напряженный график выступлений в Великобритании и мире, и они подготовили материал для нового альбома. Результатом стал полностью инструментальный Expletive Delighted. Это продемонстрировало виртуозность музыкантов, но не понравилось фанатам. Затем последовала запись In Real Time, в которой удалось передать энергию и мощь нового Fairport на сцене, несмотря на то, что она была записана в студии с наложенной реакцией публики. А в этот период группа выступала перед все большей и большей аудиторией, как в туре, так и в Кроперде. И это было очень продуктивно с точки зрения написания песен. Результатом стали альбомы Red and Gold, The Five Seasons и Jewel in the Crown, последний из которых был признан их самым продаваемым и, несомненно, лучшим альбомом в этот период. We are Britannia, we crown an empire, we came and conquered, we tore their borders down, we need no conscience, God is on our side, we are Britannia, a jewel in the crown. По состоянию на 2020 год группа по-прежнему продолжает писать и записывать музыку, регулярно выпуская новые студийные альбомы, последним из которых является Shuffle and Go 2020 года. Fairport Convention больше, чем просто группа музыкантов, удачно объединившихся во второй половине 60-х, чтобы играть фолк-рок. Они сумели создать нечто сверх того, не только миф, легенду и образ, но своеобразную среду обитания, образ мыслей и действий, которые мы, принадлежащие иному времени, уже никогда не поймем. Здесь бессильны все средства, включая и высокое искусство, и даже литературу, потому что речь идет о воскрешении ощущений прошлого. Их можно оживить только в душах и в сердцах тех, кто эти ощущения уже однажды пережил. Нам же в лучшем случае достанется только чей-то пересказ, пусть талантливый, даже гениальный, но все же пересказ, который разбудит внутри нас не чьи-то, а наши собственные ощущения, переживать которые мы будем от имени тех, кого нам так и не удалось ни познать, ни до конца понять.